В Иордании обнаружены останки еще одного погибшего американского солдата, а США тем временем готовятся усилить удары по Ирану. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, как руководство выживало в первые дни войны и что означал код 110. Wildberries не собирается платить за сгоревший товар. Вместо компенсации пострадавшим предпринимателям предлагают кредиты. Фридрих Мерц после скандальной отставки своего соратника намекнул на изменения в правительстве. Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 и стала чемпионом. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп обратился к странам Персидского залива и Израилю на фоне возможности начала новой войны против Ирана. По данным израильского 12-го канала, Трамп передал странам Персидского залива предупреждение, что если в течение этой недели не удастся добиться прекращения огня с Ираном, Вашингтон перейдет к масштабным действиям. По информации двух источников в сфере безопасности, израильского и американского, Вашингтон уведомил Израиль о намерении в ближайшие дни усилить удары по Ирану. В ходе стратегических консультаций между двумя странами обсуждался сценарий, при котором Тегеран может пойти на резкую эскалацию и нанести удары по Израилю, что, в свою очередь, вызовет ответные действия со стороны Цахала. При этом, несмотря на подобные оценки, США на данном этапе предпочитают, чтобы Израиль не вмешивался в нынешний этап противостояния с Ираном. Тем не менее, Израиль усиливает подготовку к возможной резкой эскалации. В Иерусалиме не исключают, что обстановка может стремительно ухудшиться в случае удара по израильской территории, тогда как Тегеран, по имеющимся оценкам, продолжает расширять атаки по американским военным и другим важным объектам в регионе. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в Иордании на месте падения иранской ракеты 17 июля были обнаружены останки, возможно, принадлежащие пропавшему без вести военнослужащему. Проводится экспертиза. Ранее сообщалось, что в результате комбинированной атаки из Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников в Иордании погибли 2 американских военнослужащих и 1 числился пропавшим без вести. Кроме того, 18 июля на севере Ирака погиб еще 1 американский военный. Он участвовал в контролируемом уничтожении неразорвавшегося боеприпаса с иранского ударного беспилотника, сбитого ранее. Вчера Центральное командование США объявило о гибели 2 американских военнослужащих и пропаже 1 в Иордании после иранской атаки 17 июля. После тщательного поиска американские военные обнаружили сегодня на этом месте неопознанные останки. Процесс экспертизы для подтверждения подлинности останков продолжается. Отдельно сообщается, что 18 июля в Северном Ираке в результате контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов сбитого иранского беспилотника погиб американский военнослужащий. 2-й военнослужащий получил ранение и продолжает получать медицинскую помощь в связи с незначительной травмой. Командование не разглашает дополнительную информацию, включая личности пропавших без вести и погибших военнослужащих, из уважения к семьям в процессе уведомления. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль не смогут ни запугать, ни подкупить Иран. Он также рассказал, что в первые дни войны руководство страны оказалось полностью отрезано от связи и пыталось выяснить, кто из высокопоставленных чиновников остался в живых. Аракчи сообщил, что впервые встретился с президентом только через 3 дня после начала войны, а с другими высокопоставленными чиновниками еще позже. По словам главы МИД Ирана, еще до начала 12-дневной войны западные представители пытались подкупить Исламскую республику, предлагая различные экономические проекты в обмен на уступки по ядерной программе. Однако Тегеран отверг эти предложения. Я прибыл в Министерство иностранных дел, и примерно 3 дня мы были полностью отрезаны от всего. Мы лишь пытались выяснить, кто остался жив, а кто погиб. У меня даже не было точной информации о президенте. Позже, в тот же день, стало известно, что он не погиб, но связи по-прежнему не было. Впервые я увидел президента только через 3 дня после начала войны. Господина Лариджани я, кажется, увидел лишь через 5 дней, а первая встреча руководства состоялась через 6 дней в безопасном месте. Позже 3 участников той встречи погибли. У нас был заранее утвержден план действий на случай определенного кода. На совещаниях никто даже не хотел произносить это вслух. Было трудно даже упоминать верховного лидера. Код 110 означал нападение и убийство верховного лидера. Все знали, что делать, если поступит сигнал код 110. План был разработан, утвержден, и сам верховный лидер его видел и одобрил. Поэтому ответные действия начались немедленно, очень организованно и системно. Для нас это не стало неожиданностью. Нас невозможно ни запугать, ни подкупить.
На переговорах перед 12-дневной войной они пытались подкупить не меня, а Исламскую республику, обещая построить то или иное, сделать различные проекты. Я ответил, что наша программа по обогащению урана не продается. Народ Ирана 20 лет жил под санкциями, наши ученые проливали кровь ради этого. Разве мы можем это продать? Вы говорите, что построите нам электростанцию. Что именно вы собираетесь строить? Я сказал тогда, никаких подкупов и никаких угроз. Угрожать можно только тому, кто боится. Все, с кем мы встречаемся, и друзья, и противники, говорят, что Иран вышел из этой войны более сильным. Это их собственные слова. Иран удивил мир и продемонстрировал свою настоящую силу. Нам говорят, теперь мы поняли, что ваша атомная бомба — это Ормузский пролив. Раньше мы искали совсем другое. Мир понял, что Иран — сильное государство. Возможно, именно это стало нашей самой большой победой. Соединенные Штаты предпочли бы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе путем мирного соглашения с Ираном, однако готовы гарантировать движение судов и без достижения такой договоренности. Об этом в интервью ABC News заявил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, из региона Ближнего Востока ежедневно поставляется около 14 миллионов баррелей нефти, из которых примерно 7 миллионов баррелей транспортируются через Ормузский пролив, а еще около 7 по нефтепроводам. Трамп хочет положить конец этому действенным мирным соглашениям с Ираном, но для этого нужны обе стороны. Если они готовы, так все и закончится. Если нет, мы продолжим обеспечивать беспрепятственное движение судов через пролив без участия Ирана. Ирак и Сирия подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Киркук-Банис, который не работает уже несколько десятилетий. Трубопровод длиной около 800 километров соединяет нефтяные месторождения на севере Ирака с сирийским портом Банис на Средиземном море и был выведен из эксплуатации после войн и многочисленных повреждений. Власти Ирака называют этот проект стратегическим, поскольку он позволит диверсифицировать маршруты экспорта нефти, укрепить энергетическую безопасность и привлечь новые инвестиции. Реализацией проекта займется международный консорциум, в который входят американская компания Chevron, швейцарская Transocean и катарская Urbacon Trading and Contracting. Технические параметры и окончательная пропускная способность нефтепровода будут определены после проведения инженерных исследований. Необходимость запуска нового экспортного маршрута стала особенно актуальной после перебоев с поставками через Ормузский пролив во время конфликта между США и Ираном, что существенно сократило нефтяные доходы Ирака. Для страны это критически важно, ведь около 90% всех государственных доходов Ирак получает именно от экспорта нефти. Премьер-министр Ирака Али Аз-Заиди и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани на встрече в Дохе обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке на фоне нового обострения между США и Ираном. Стороны подчеркнули необходимость сохранить договоренности о прекращении огня и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, несмотря на возобновление взаимных ударов. Особое внимание лидеры уделили безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти, подчеркнув важность сохранения свободы навигации. Во время визита также обсуждалось расширение сотрудничества между Ираком и Катаром в вопросах региональной безопасности и экономики. Спецпосланник президента Дональда Трампа Том Барак ранее заявил, что, несмотря на нестабильность в регионе, Ирак становится ключевым участником нового партнерства в сфере безопасности с Соединенными Штатами и их союзниками. Дональд Трамп поприветствовал намерение будущего премьер-министра Великобритании Энди Бернама начать добычу нефти в Северном море. Как отметил президент США, добыча нефти сделает Соединенное Королевство из разоренной бедностью катастрофы одной из богатейших стран в мире. Жители Абердина, Шотландия, ликуют на улицах, потому что новый премьер-министр Энди Бернхэм заявил, что он полностью откроет доступ к бесценной нефти Северного моря. Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, запасы которой хватит на сотни лет, и большая часть еще не найдена, и он превратит Соединенное Королевство из нищей катастрофы в одну из самых богатых стран мира. Британия платит Норвегии миллиарды долларов в год за покупку нефти, которую они получают из менее ценной части Северного моря. Как это нелепо. Кроме того, ходят слухи, что Великобритания собирается перенести старые и ужасно выглядящие ветряные мельницы, которые возвышаются над городом Абердин и разрушают его. Это будет важный день для страны, и все это будет высоко оценено. Такой огромный потенциал есть в Великобритании, и все только начинается с открытия добычи нефти в Северном море. Мы любим вас, Шотландия. Президент Дональд Трамп. Ущерб от атаки украинских беспилотников по логистическим комплексам Wildberries в Московской и Тамбовской областях может превысить 100 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, которых цитирует «Коммерсант», большая часть этой суммы приходится на полностью уничтоженные товары продавцов, хранившиеся на складах. Сама компания, по предварительным расчетам, потеряла около 35 миллиардов рублей, а уничтоженные комплексы в Электростали и Котовске
обеспечивали около 7% всех логистических мощностей Wildberries. После пожаров крупнейший склад в электростали оказался практически полностью уничтожен. В результате атаки погибли 8 человек, еще 96 получили ранения. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что по действующим договорам компания не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, однако уже разрабатывает механизм выплат и другие меры поддержки. Окончательный размер компенсации определят после оценки ущерба, которая, как ожидается, займет около 30 дней. До этого времени продавцам предоставят скидки на хранение товаров сроком на 45 дней и бесплатную доставку грузов в региональные распределительные центры. К программе поддержки подключился и ВТБ банк, который предложит пострадавшим предпринимателям отсрочку по кредитным платежам до 6 месяцев, льготное финансирование и специальные условия для восстановления бизнеса. В компании подчеркивают, что рассматривают дополнительные меры помощи совместно с банком. Атака стала одной из крупнейших по последствиям для российского рынка электронной коммерции и нанесла серьезный удар по логистической инфраструктуре крупнейшего маркетплейса страны. За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в электростале. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас. Итак, на складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Скорее всего, сгорело сильно больше. Мы сейчас считаем, скоро будем знать поточнее. И тут у меня главный вопрос. А не совпадение ли это, что маркетплейсы Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором. Очень странное совпадение. Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам усиливают экономическое давление на Россию и подрывают ощущение стабильности внутри страны. Об этом пишет французская газета «Le Monde», отмечая, что топливный кризис стал ударом по негласному общественному договору между Кремлем и россиянами, согласно которому власть обещала безопасность и стабильную жизнь в обмен на политическую лояльность. Из-за перебоев с поставками топлива в российских регионах образуются очереди на АЗС, растут цены, а жители все чаще сомневаются в способности властей контролировать ситуацию. Опрошенные Le Monde экономисты считают, что атаки выявили уязвимость российской топливной логистики, а попытки Кремля сдерживать цены лишь усиливают дефицит, поскольку население начинает массово скупать бензин. При этом, отмечает издание, война все заметнее отражается и на российской экономике. Замедляется рост, увеличивается дефицит бюджета и растет стоимость продолжения боевых действий. В то же время аналитики считают, что ресурсов для финансирования войны у России пока достаточно. Однако для этого Кремлю придется принимать все более рискованные экономические решения. Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сонхви. На встрече с российской стороны также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Кремля Юрий Ушаков. В ходе встречи Путин передал приветы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и выразил ему благодарность за поддержку в войне против Украины. Военная машина России крайне зависима от северокорейских боеприпасов. Пхеньян передал миллионы артиллерийских снарядов калибров 152 мм, а также баллистические ракеты малой дальности, которые регулярно используются для ударов по украинским городам. В боевых действиях, в частности, на передовой и в Курской области принимал участие ограниченный контингент северокорейских военных. Для Путина это критический ресурс для поддержания темпов наступления без объявления полномасштабной волны мобилизации. Взамен КНДР получает доступ к российским передовым технологиям для развития своей ядерной и ракетной программ, подводных лодок, а также столь необходимую продовольственную и энергетическую помощь. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в его правительстве могут произойти перестановки. Этому заявлению предшествовала отставка одного из лидеров фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Йенса Шпана. В частности, отвечая на вопрос журналистов телеканала ZDF о возможных изменениях в его кабинете, Мерц сказал, что это может стать возможностью пересмотреть состав федерального правительства. Руководство партии ХДС планирует обсудить возможные изменения в правительстве в ближайшие дни. Йенс Шпан ушел в отставку 18 июля после скандала, связанного с рождением у него ребенка с помощью суррогатной матери. Шпан и его муж воспользовались услугами суррогатной матери в США, поскольку в Германии подобные услуги незаконны. К тому же сам Шпан, когда он занимал пост министра здравоохранения в 2020 году, выступал против легализации суррогатного материнства в Германии. Издание «Политика» отметило, что Фридрих Мерц не стал лично защищать Йенса Шпана. Он рассказал, что узнал о ребенке около 10 дней назад, и подчеркнул, что Шпан сообщил однопартийцам об этой истории очень поздно. Ни у кого из нас не было возможности поговорить с ним об этом. И он не сообщил об этом партии и парламентской группе до очень-очень позднего момента. Если бы у нас было время, мы могли бы спокойно обсудить это, но у нас его не было. Я не хочу публично комментировать это здесь, но сам вопрос закрыт.
Он подал в отставку. Мы принимаем и уважаем это. Я также уважаю его работу. Он проделал важную работу в качестве председателя парламентской группы в Бундестаге, и я благодарю его за это, а также за реформы последних недель. Они носят его отпечаток. Тот факт, что вместе с коалицией нам удалось провести все через Бундестаг и Бундесрат в прошлую пятницу, отчасти благодаря ему, и за это я ему благодарен. Это может стать основанием для отставки правительства. Мы столкнулись с кризисом доверия к демократии в целом, и именно над этим мы работаем в коалиции. Это ответственность не только правительства, это также ответственность всех демократических партий. Я поговорил с председателем производственного совета и руководством. Я говорю им, что мы делаем все возможное, чтобы снова стабилизировать автомобильную промышленность. В настоящее время это самый сложный сектор в Германии. Однако он также связан с сильно субсидируемым импортом из Китая. Мы находимся в процессе, я обсуждал это с французским правительством буквально вчера и позавчера, разработки стратегии по восстановлению конкурентоспособности как немецкой, так и европейской автомобильной промышленности. Сейчас мы проходим через сложные процессы, но я разговариваю с теми, кого это затронуло. Из-за густого дыма от сотен лесных пожаров, бушующих преимущественно в канадской провинции Онтарио, резко ухудшилось качество воздуха в США. По данным сервисов мониторинга, Чикаго, Нью-Йорк, Детройт и Вашингтон вошли в список городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире. Активность пожаров начинает спадать, но значительная часть очагов остается неконтролируемой. По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, в стране продолжается 955 активных пожаров, почти 200 из них в Онтарио. Значительная часть очагов остается неконтролируемой, что приводит к эвакуации населения и разрушению жилья и инфраструктуры. Одной из наиболее пострадавших стала община коренного народа Намайгуси-Сагагун на севере Онтарио. Жителям пришлось срочно эвакуироваться на лодках, так как огонь стремительно приблизился к поселению. Основная борьба с огнем лежит на провинциальных службах, однако для ликвидации масштабных возгораний задействованы усиленные авиагруппы и межведомственные ресурсы со всей страны. В выходные и на следующей неделе ожидается гораздо более благоприятная погода. Вчера у нас немного пошел дождь, что хорошо. Нам действительно нужны продолжительные дожди, но без молний, потому что подавляющее большинство пожаров, которые мы наблюдаем сейчас, были вызваны штормом, прошедшим примерно неделю назад, в воскресенье, понедельник, вторник, на прошлой неделе. Погода, как известно, может меняться. Поэтому я не хочу давать однозначный ответ «да», но ситуация развивается в очень позитивном направлении. Даже за последние 24 часа мы видим, что активность пожаров начала немного замедляться. Пожары не распространяются так быстро, как в последние несколько дней. На северо-востоке и в центре Испании также продолжают бушевать лесные пожары. Усилия по борьбе с огнем сосредоточены на двух крупных очагах. Первый находится в муниципалитете Ламьерла, провинции Гвадалахара, второй — в провинции Сарагоса. По масштабам урона эти пожары уже считаются одними из самых разрушительных для страны в текущем году. Пожар, вспыхнувший в четверг в Ламьерле, по последним данным, уже уничтожил около 10 тысяч гектаров. Власти уже эвакуировали жителей 16 населенных пунктов, включая те, что расположены вблизи водохранилища Беленья. Правительство региона Кастилья-Ла-Манча сообщило, что горение происходит в крайней степени интенсивно из-за сильных порывов ветра. Пламя распространяется со скоростью более 60 метров в минуту. Это значительно превышает порог, при котором лесной пожар считается трудноконтролируемым. Гражданская гвардия Испании ведет расследование причин возгорания. Власти полагают, что оно могло начаться из-за сельскохозяйственных работ зерноуборочного комбайна. В операции задействовано около 450 пожарных и сотрудников экстренных служб, которые внимательно следят за изменениями скорости и направления ветра, чтобы предотвратить новые возгорания, защитить близлежащие населенные пункты и охраняемую природную зону Сьерра-де-Санто-Доминго. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, обыграв в финале действующего чемпиона мира Аргентину со счетом 1-0 после дополнительного времени. Решающий матч прошел на стадионе MetLife в Нью-Джерси и завершился победой испанцев благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте. На протяжении всей встречи Испания полностью контролировала игру. Команда нанесла 20 ударов, 12 из них в створ, тогда как Аргентина за все 120 минут не смогла ни разу попасть в створ ворот. Первый удар аргентинцев по воротам состоялся лишь на 75-й минуте, что стало худшим показателем в истории финалов чемпионатов мира. Перед дополнительным временем сборная Аргентины осталась в меньшинстве, чем и воспользовалась Красная Фурия. Победный мяч был забит после передачи головой Ника Уильямса, которую точным ударом завершил Ферран Торрес.
Постоянное напряжение и, на мой взгляд, превосходство Испании в атаке. Они контролировали игру и искали возможности забить. Я так счастлив. Это так прекрасно. Я приехал сюда из Барселоны в 12 часов дня, чтобы посмотреть игру с болельщиками здесь, в Мадриде, потому что я из Барселоны, а завтра мы будем ждать игроков, чтобы отпраздновать победу вместе с ними. Я прилетела специально, чтобы быть здесь на матче. И знаю, что это того стоило. И я знала, что они победят. Вива Испания! На трибунах присутствовали сотни звезд спорта, кино и шоу-бизнеса, а также президент США Дональд Трамп, который впервые посетил матч турнира и после финального свистка вручил победителям чемпионский кубок. Во время трансляции камеры показали, как легендарный бразильский футболист Роналдо принес главный трофей в VIP-сектор, где Трамп с интересом рассматривал кубок и даже похлопал по нему, что вызвало активное обсуждение в соцсетях. Еще одной особенностью финала стало масштабное шоу в перерыве по образцу Супербоула. Ради выступлений Мадонны, Шакиры, BTS, Джастина Бабера, Джейсона Судейкиса FIFA почти вдвое увеличила перерыв с 15 до 27 минут. Этот эксперимент уже называют началом новой традиции. Подобные музыкальные шоу, вероятно, станут обязательной частью будущих финалов чемпионатов мира. Воскресный финал против Испании стал для Лионеля Месси последним матчем на чемпионатах мира. Он ясно дал это понять и заявил, что победа сборной Аргентины в 5-й раз стала бы осуществлением мечты всей его жизни. 39-летний форвард первым в истории футбола вышел в стартовом составе в финалах 3 чемпионатов мира. Причем во всех случаях Месси был капитаном сборной Аргентины. Также Месси стал самым возрастным футболистом, который когда-либо участвовал в финале чемпионата мира. В 2014-м он выиграл серебро, а в 2022-м взял титул. Впрочем, несмотря на победу Испании, выступление 39-летнего Месси на чемпионате мира уже вошло в историю. Капитан сборной как будто не чувствует своего возраста. Ни в одном из 7 матчей он не ушел с поля без результативных действий, забитого мяча или голевой передачи. Само его присутствие на поле придавало другим игрокам уверенности и помогало вытаскивать даже те матчи, в которых, казалось бы, все шансы уже упущены.